Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую Альфа-карту. Альфа-банк – лучший мобильный банк. Привет! Добро пожаловать на канал Лесной Строитель. Меня зовут Алексей. Уже подошел к своей земляночке. Совсем она рядышком. Ну, вон уже ее видно. Погода, конечно, оставляет желать лучшего. Плюс 2 градуса и прямо штормовой ветер. В лесу это не сильно ощущается. Но если посмотреть на макушки деревьев, то видно, что они просто качаются, раскачиваются очень сильно. Ветер просто сумасшедший. Оранжевый уровень опасности сегодня. Я надеюсь, меня здесь деревьями не завалит. Вот я и пришел. Ух ты! Дерево упало. Охренеть! Ничего себе, смотрите-ка. Вот это шторм, оказывается, сегодня. Блин, я надеюсь, землянку сегодня не завалит. Сосна, главное, чтобы вон та не упала, огромная. Кошмар. Смотрите, сок березовый льется, офигеть. Главное, чтобы сейчас на землянку ничего больше другого тяжелого не упало. А вообще сегодня, пока ехал на машине, смс-ка пришла: желтый уровень опасности. Штормовое предупреждение. Ну, как мы видим, сегодня МЧС нам не наврали. Наверное, все-таки есть какие-то высшие силы, либо, может быть, еще что-то. Лесные духи. Я не знаю, как это назвать. Но посмотрите, береза упала аккуратно за землянку. То есть даже предположить, если бы я сюда подошел, то и стоял бы рядом с землянкой, меня бы все равно не накрыло этой березой. Не сломало стол мой, и шиповник не пострадал, посаженный гостями моего строения подземного. Ну а шторм, конечно, сегодня сумасшедший. Деревья просто шатает с неимоверной силой. И, честно говоря, даже немножко боязно стоять вот здесь вот. Ну а приехал я сегодня сюда не просто так. Помимо того, чтобы проверить, навестить, что и как тут, как дела вообще с моим подземным домом, жилищем, я еще хочу заняться ремонтом печи. Поэтому садитесь поудобнее, наливайте себе чаек, кофеек, закрывайте форточки на ваших окнах, чтобы вам ветер не задувал в ваши квартиры теплые. Ну, а я буду надеяться, что здесь ни одно дерево не упадет мне на голову, и я не пострадаю. Желаю вам приятного просмотра. Пойдемте. Шиповник, смотрите. Почки набухли.
в землянке были гости. 29 марта. Спасибо, что приютил на ночь. Крутая землянка, а банька вообще огонь. После себя все убрал, оставил тебе презентов. Буду ждать тебя в гости в мою землянку, Руслан. Ну, это я знаю, кто такой Руслан. И, возможно, даже как-нибудь я действительно к нему съезжу в гости, в его землянку. А 1 апреля здесь тоже были гости. Здравствуйте, дядя Леша. Меня зовут Настя, мне 12 лет. Я давно смотрю твой канал и очень хотел побывать у тебя в землянке в гостях. И вот мое желание исполнилось. Я приехала сюда с мамой и папой. Землянка классная, особенно вторая комната баня. Желаю тебе творческих успехов. Спасибо, Настя. Ну, очень приятно, что люди здесь бывают, посещают землянку, приходят, и кого-то она согревает своим теплом и уютом. Также хочу заметить, что здесь у меня появились, скажем так, гости, которые приходят в землянку уже очень часто и даже не отмечаются в тетрадке. Мы просто посредством телеграмма общаемся с ними, с ребятами. То есть они здесь приходят, проводят время с удовольствием, потом за собой все убирают и уходят. Ну, как вы видите, здесь порядок, все, претензий никаких нет. Пусть и дальше приходят, я как бы не против совершенно. Об этих ребятах я писал в своей группе Telegram, своего телеграм-канала, да? Да, печь, конечно, пришла уже в негодность. Ну, не сама печь, а ее внешний вид, да, вообще никакой стал. Все-таки нужно немножко ее подремонтировать. И для этого я сегодня принес сюда шамотную глину. Хочу вот это все лишнее с печки, ну, что вот так вот облупляется, убрать и нанести новый слой шамотной глины. Ну, а в баньке тоже полный порядок. Вот они, досочки лежат, которые я привозил сюда. 2 веника. Это как раз таки Руслан оставил, я так понимаю, судя по его видеоролику, который вы можете посмотреть у него на канале. Канал называется Forest Expansions. Ну, по-моему, я правильно назвал он. И презенты он оставил мне. Запарка травяная, шапочка и большой такой стакан для, ну или как это назвать, кружка деревянная для поливания водой на горячие камни печки. Руслан, спасибо тебе огромное за твои подарки. Жди меня скоро в гости.
Да, вот, конечно, была бы металлическая печь, таких проблем бы у меня не было, да, с постоянным ремонтом. Ну, как постоянным, раз в год, наверное, где-то приходится подмазывать, вот так вот все. А куда деваться? Мешочек вот такой вот шамотной глины стоит 170 рублей. В принципе, это не такие уж великие расходы за тот комфорт, который я получаю от этой печки. Холодно. Невероятно холодно. Плюс 7 градусов в землянке. Конечно, хочется печь затопить. Но елки-палки, нельзя этого делать хотя бы часика 2-3. Ну или если я ее затоплю, и то прям на самых-самых минимальных оборотах пару часиков буду топить, чтобы хотя бы немножко все это дело схватилось. А то опять все будет обваливаться. Вся вот эта вот штукатурка. Сразу нельзя так разогревать печку. Наконец-то я поставлю сюда нормально колосниковую решетку. Представляете, этой печкой я уже пользуюсь года полтора. Судя по всему, да, где-то примерно так. Потому что сначала у меня здесь была металлическая бочка, которую я использовал как печь. Некоторые из вас наверняка это помнят. Ну, а потом сложил печь. И в итоге я долгое время использовал вот эту вот решетку для жарки шашлыка, стейков в качестве колосниковой решетки. Печку сильно сейчас топить не буду, чтобы вся вот эта вот шамотная глина, которой я ее обмазал, сразу резко не отвалилась. Ну, на этот раз, это уже, по-моему, третий раз, когда я печку обмазываю шамотной глиной вот этой вот. И на этот раз, мне кажется, получилось лучше всего. Ну, уже, наверное, какой-никакой, а небольшой опыт стал появляться. Практически таких вот сильных изъянов я не вижу. И это хорошо. А на улице штормит до сих пор. Ветер сумасшедший. Когда я выхожу из землянки туда, наружу, то
вот немножечко прям боязно даже, я говорю. То есть деревья мотает так, то есть представляете, дерево там в диаметре 60-80 сантиметров, и его вот так вот просто мотает. Страшное дело. Наверное, даже что-то типа урагана сегодня, такого легкого. Главное, чтобы у людей с крыш дачных домов не посрывало черепицу, металлопрофиль. Да и вообще крышу, чтобы не унесло у каркасных домов. Так, что же я хочу сегодня сделать здесь со своей ступенькой? Короче говоря, у меня будет здесь ящик примерно вот такой вот ширины. То есть вот так вот он по ширине будет. И в этом отсеке я буду складывать, ну, например, бересту березовую, да, либо, может быть, какие-то щепки для растопки печки. То есть он будет откидной. И для этого мне необходимо убрать часть старого пола. Весь я убирать не буду. Не вижу смысла большого в этом на самом-то деле. В принципе, можно будет сделать где-то, наверное, сейчас я прикину, как-то вот, наверное, вот так вот, да, то есть по саморезам вот здесь я отпилю. И вот так вот он будет откидываться. Потому что большой особо-то и не нужен. Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую Альфа-карту. Альфа-банк – лучший мобильный банк.
Ну что, процесс продвигается. Ящичек уже готов снаружи. Теперь нужно освобождать место внутри. Песка тут, конечно же, много. Я-то насыпал. Зачем? Ну, сложно сказать. Логика какая была в моих действиях? Ну, я предположил, что вот эти столбы, вот этот центральный столб может сюда немножко поехать. То есть песок, он как бы создает дополнительную защиту, чтобы вот этот столб не поехал внутрь. Здесь же изначально уровень пола был намного выше. И я не знал, когда уровень пола опускал, я не знал, насколько вкопан столб. И решил, что здесь песок лучше не трогать. Сейчас я так думаю, что в принципе уже землянка стоит практически 2 года. И даже если столб ни на чем там не держится уже, да, то есть, предположим, я сейчас весь песок уберу, и он просто будет стоять на полу, этот столб. Я так думаю, что за счет уже усадки 2-летней никуда нафиг этот столб не денется. Но все-таки я надеюсь, что столб вкопан глубоко. Убираю песок тогда сейчас.
Так, у меня еще остались доски. Ну, на пол точно их не хватит, я уже прикинул. Не хватает 2. И не буду я пол делать. Пол, в принципе, и так неплохой. Что его переделывать? Все отлично с ним. А, наверное, сделаю еще и закрывающийся такой шкафчик под лежаком. Дело в том, что я сегодня еще и взял плед новый. То есть вот этот красный, он уже никакой. Я его хотел сжечь сначала, а потом, ну вот сейчас смотрю, как у меня обстановка здесь меняется. И красный вот этот плед я постелю сюда. Он будет такой, ну, проходной, да, скажем так. А уже хороший новый постелю на место красного, ну, на основной лежак. В целом, еще была идея от человека, который сюда ходит, от Юрия, сделать раскладной лежак, основной лежак сделать раскладным, то есть дополнительное место, чтобы еще раскладывать сантиметров 40-50. И тогда тут будет, ну, просто огромная двухспальная кровать практически. Идея мне нравится, но пока я ее не буду осуществлять. С чего же я начинаю делать шкаф? Сразу прикручиваю такой вот, ну, держатель или ответная планка, я не знаю, чтобы, короче говоря, двери ложились на нее. То есть, ну, понятно, да, сверху двери будут ложиться на вот эту вот балку кровати гостевой, а снизу вот такой вот упор будет в виде дополнительной планочки из доски. Отлично. Дверь открывается. Единственный недостаток у моего шкафа, что он слишком высокий. Выше, чем сам лежак. Ну, я сейчас по факту прям размечу, где пилить. И пилой аккуратненько уберу лишнее.
Не знаю уж, кто свечку здесь оставил. Может быть, Руслан, может быть, ребята, которые приходят сюда в землянку. Но самое главное, что выглядит, как говорится, дорого-богато. Мне нравится. Хорошая свечка. Хотел сегодня я приготовить очень интересное блюдо, которое наверняка ел каждый из вас. Но дело в том, что, как вы уже видели, да, там штормовой ветер, и он не прекращается. То есть я вот сколько выходил на улицу, бесполезно. Ветер сумасшедший. И, соответственно, при таком ветре разводить костер, я считаю, очень опасно. Сейчас сосновые иголочки лежат на земле, какую-нибудь искорку утащат куда-нибудь туда подальше, и все, и лес вспыхнет. Тем более в этом году зима была очень малоснежная. Поэтому, в принципе, грунт уже сухой. То есть, и, соответственно, все, что лежит на грунте, тоже все сухое. И в итоге я решил приготовить другое блюдо из тех же самых ингредиентов. Практически из тех же самых. Я хочу сегодня запечь филе индейки в фольге. Ну, это просто единственный здесь возможный вариант, потому что сковородки у меня тут нет. Тоже, кстати, надо будет подумать и, может быть, оставить здесь какую-нибудь простенькую сковородочку. Сейчас бы пожарил бы мясо, да и все. Ну, а стейки особо как-то мариновать ничего не буду. Индейка, она и так очень быстро жарится. Просто обмажу маслом оливковым, вотру специи, упакую в фольгу и поставлю в печь. Что ж, остается только ждать. Сегодня проделал, ну, на мой взгляд, неплохой объем работы. Наконец переделал ступеньку. Хотя в планах переделать ее было, ну, вот практически там через неделю, как я ее сделал. Ну и неожиданная такая идея пришла под гостевым лежаком сделать шкафчик. Мне кажется, тоже, ну, весьма приятно глазу, что никакие вот эти вот баклажки с водой, ничего там теперь не бросается в глаза. Можно отдохнуть, пожалуй, немножко. Самые любимые мои моменты — сидеть около печи, несмотря на то, что сейчас уже весна, на улице холодно, и печка, конечно, спасает. А если выйти туда, на улицу, то там вообще кошмар, ветрища. Да, и не только зимой можно наслаждаться этой атмосферой печной. Конечно, приятно находиться в таком помещении, где уже все сделано, все готово, и ничего практически не требует каких-то доработок.
Наконец-то мясо пропеклось. И, как вы видите, прямо даже сочится сок еще. Ну, иногда у меня получается приготовить очень вкусно. И сегодня как раз-таки тот самый случай. Вам тоже желаю приятного аппетита, если вдруг вы сейчас едите. Ну, а если не едите, то обязательно что-нибудь поешьте. Нежнее мяса я, наверное, никогда в жизни не ел. Настолько оно мягкое. Можно сказать, прям практически рассыпчатое, если так можно выразиться, конечно. Великолепно. Я так думаю, что в следующий раз мы с вами увидимся в очень интересном месте. Ну, загадывать не будем, но, надеюсь, все получится. Это был канал Лесной Строитель. До скорой встречи. Пока-пока.